Информация для вас. Мое видео на несколько дней появляется раньше на ВК-видео. Ссылку я оставил в описании. Переходи, если хочешь смотреть наши сюжеты значительно раньше. Вообще сложно представить, как этот автомобиль едет по дороге. Длина тут, я все размеры, габариты буду говорить без малого, чтобы прочувствовать. Итак, длина без малого 10 метров, высота без малого 4, ширина 2,80. Да, мы в Ульяново, в музее, тут много что есть поснимать, вам показать, не без новиночек. Вот МАЗ. А вон там, вон вдалеке стоит КАВЗ, на себя не похожий. Ой, вот только не надо говорить, хороший автодом получится. Дом, может быть, и получится, а вот приставка «авто» не приведи Господь на таком автодоме куда-то далеко ехать, да еще и за свой счет. С чего начинается история этого Франкенштейна из Красной Армии? Во-первых, с города Ярославля, когда на свет появился Я-14. Затем он стал ОП-200, опытный 200-й, и уже потом на выходе ЯС. То был 1947 год. Как всегда, хотя никто не скрывал, машину строили, имея перед глазами американские образцы, такие как грузовик фирмы МАК и Федерал. Выбрать себе новый автомобиль задача не из простых, а вот сделать это выгодно проще простого. Автоспот.ру. Я так-то себе уже выбрал. Помыть бы. На сайте собраны предложения от всех официальных дилеров. Хотите китайский кроссовер? Пожалуйста. Нужен седан? Тоже не проблема. Просто выберите нужную модель, сравните цены, оставьте заявку, чтобы зафиксировать за собой скидку. Причем неважно, покупка в кредит или за наличные. Скидок тут полно. Теперь не нужно ездить по салонам. Можно дома, в кресле, все посмотреть, сэкономив уйму времени и выбрав лучший вариант в пару кликов. Заходите на автоспот.ру, ссылку оставил в описании. Пользуйтесь. Когда ЯС стал МАЗом, страна была единая, огромная, производство автомобилей надо было перераспределить. В Москве был ЗИС, недалеко был ГАЗ, за Уралом Уралаз. Вот и решили всю документацию передать на Минский автомобильный завод. Это было начало 50-х. Но справедливости ради стоит отметить, что МАЗ уже к тому времени был достаточно серьезным советским предприятием, где занимались сборкой американских грузовиков, поставляемых по ленд-лизу, ремонтом техники и производством прицепов. Еще одно событие, повлиявшее на появление нашего героя, это развитие ракетных войск стратегического назначения СССР – РВСН. Именно для обслуживания ракет и появился АДС-50, или так – часть комплекса АКДС-30А. Честно говоря, я до конца не смог разобраться. АКДС, АДС, 70-ки. Help. Но что точно, в состав АКДС-30А входило несколько машин сразу. А точнее, МАЗ-200Ш1. А проще говоря, шасси от грузового автомобиля. Что есть Ш1? Минский автозавод отгружал конструкцию. Крышечка какая. Так вот, Минский завод отгружал конструкцию, состоящую из рамы, шасси, капотной части и рамки лобового стекла. А все остальное, про все остальное чуть позже. Ходовая часть. Подвеска автомобиля рессорная, сзади еще есть подрессорники. Задний мост имеет двойную главную передачу. Передается крутящий момент от двигателя через дифференциал с коническими шестернями и полуоси разгруженного типа на ведущие колеса. Если просто объяснять, в конструкции, по сути, два редуктора. Один поменьше крутит тот, что побольше. Передняя подвеска также рессорная, тормоза барабанные по кругу других не было, они имеют пневматический привод всех колес. Атмосферный воздух нагнетается компрессором, который находится под капотом, который я сейчас и открываю.
какой же ты огромный. Зубры. Они слишком красивые и в первую очередь убегали с машины. Итак, двигатель. Это точная, хотя нет, это не точная, но копия американского GMC 471. ЯМЗ-204. Его делали на американском закупленном оборудовании, это точно. Он двухтактный, четырехцилиндровый, естественно, дизель. Объем 4654 кубических сантиметра. Максимальная мощность 120 лошадиных сил при 2000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 461 ньютон-метр при 1300 оборотах в минуту. Из необычного тут стоит продувочный насос типа Roots. Вот с этой стороны, это слева. Что это значит? А это значит, что здесь есть клапана только на выпуск, а впуск и продувка осуществляются за счет окон, которые открываются, когда поршень опускается вниз. Мотор весит 800 килограммов. На этом, собственно, МАЗ-200 и заканчивается. И начинается азотно- или кислородно добывающая станция. Кузов у этой станции типа Уралец-371С. Его возводили на механическом заводе «Уралец» в поселке Уралец недалеко от Нижнего Тагила. Предприятие умело делать подобные конструкции. На раме грузовика собирался каркас домика и обшивался металлом. Естественно, все стены были утеплены. Оборудование которого нету, но все технологические отверстия просчитаны до сантиметра. О, станция АДС-50. Восторжествовала правда. Тут явно видно, что основная часть оборудования находилась посередине. И если смотреть на чудом сохранившиеся фотографии, то становится ясно, что свободного места здесь практически не было. Из сохранившегося шторки на всех окнах, но не все работают. Еще здесь в салоне находилась хорошая мощная печка. Это я прочитал в чьих-то воспоминаниях. Вентиляционное окно. Здесь был расположен вентилятор. Подсветка салона тоже потрясающая. Фонари знакомые, но не могу вспомнить откуда. Крыша открывалась. Все тут открывалось для работы. Но что конкретно и как? Увы, мне этого неизвестно. Этого неизвестно. Лестница. Для справки, оборудование делалось на Омском заводе кислородного машиностроения ОЗКМ или почтовом ящике номер 8. Располагался он на окраине Амурского поселка. Именно там собирали автомобильные кислорододобывающие КДС и азотодобывающие станции АДС. Если думать, что у нас азотодобывающая станция, то производительность ее 220 кубометров в час. Но у нас кислородная, поэтому сами напишите сколько. Сижу как бы в комнате, места более чем мне достаточно, не сиденье, а стул. Судя по всему, имеет функцию поворота. Двигатель запускается флажком. Очень хороший двигатель, может запуститься не в ту сторону, пойти в разнос, перегреться. Поэтому, надеюсь, сегодняшний мороз нам на руку. Ехать на таком домике не очень практично, но чертовски увлекательно. Как Емеля, но не на печи, а в печи. Но если честно, такие машины много и не ездили, а если ехали, то паровозиком не спеша по серьезным делам.
В состав автопоезда входили 2 МАЗа-200, как наш, и ЗИЛ-150 с брезентовым тентом для перевозки оборудования и прочего, ну еще и прицеп. Обслуживали все это хозяйство 13 человек. Да, неспешно, да, габариты не эпические, да, усилителя руля нет, но коробка, все передачи синхронизированы, не нужен двойной выжим сцепления, но я делаю по привычке на всякий случай, а еще интерьер деревом обделан, не если это роскошь, но радиус, конечно, конский. Данные комплексы производили с 1962 до 1965 года. Всего было выпущено 449 цельнометаллических кузовов на шасси МАЗ-200Ш1 для азотодобывающей станции АДС-50, которые обслуживали зенитно-ракетные комплексы ПВО «Шексна», «Двина», «Десна» и «Чусовая». И еще 198 вспомогательных машин к кислорододобывающей станции АКДС-70. Это вся информация, которую я нашел по секретным разработкам для Красной Армии. Я подобные станции живьем в полном сборе. Последний раз на полигоне МАДИ видел, совсем недавно. Но они пропали чудесным образом. Куда, неизвестно. Но я их обязательно найду, так как охота продолжается.